Представьте, вы плывете в теплой бирюзовой воде. Вокруг скалы, которые словно вырастают из океана, а под водой мир кораллов, рифов и затонувших кораблей. А рядом может проплывать редкий морской обитатель. И все это реально. Добро пожаловать на остров Корон, один из самых красивых уголков Филиппин. Добраться сюда задача не из простых. Можно прилететь на самолете, но мы выбрали другой путь. Отправились на пароме с острова Палаван из маленькой деревушки Эль-Нидо, где провели 10 незабываемых дней и сняли большой фильм. Надеемся, вы его уже посмотрели. Эль-Нидо – место, куда приезжают почти все туристы. Но сейчас наша цель – углубиться в Филиппины, забраться туда, где начинаются настоящие приключения. Паром доставил нас до острова Бусуанга. Это отправная точка для исследования отдаленных филиппинских островов. В порту мы загружаемся на трицикл – популярный местный транспорт на Филиппинах. Интересно, что на каждом острове он выглядит по-своему. Но есть одна особенность, которая всегда неизменна. У каждого трицикла есть свое уникальное имя, и вы не найдете двух одинаковых. Сразу хотим пояснить. Корон – это тот самый знаменитый и невероятно красивый остров, который вы наверняка видели на картинках в интернете при запросе Филиппины. Но есть один нюанс – на нем нет отелей, поэтому все останавливаются здесь, на соседнем острове Бусуанга, где находится город Корон. Чтобы почувствовать местный колорит с первых минут, предлагаем прокатиться вдоль главной улицы на байке. Сам город Корон очень шумный. Эта вот главная дорога вся раздолбанная. Как будто бы эти плиты положили 25 лет назад. Ну и в целом здесь все плохо, ребята. Если сравнивать с предыдущим островом, конечно, тут с едой все плохо. Рестораны вообще никакущие, готовить не умеют. Поверьте нам, мы уже попробовали минимум 5 разных заведений, у которых супер лютый такой рейтинг, знаете, приближенный к 5. Это трэш полный. Но, опять же, про это все можно забыть, увидев ту красоту, ради которой сюда приезжают. Но при этом есть вся инфраструктура, вы можете и белье постирать, куча ландри, банкоматы, обменники, байки арендуете вообще без проблем, хоть на них и некуда ездить, но они имеются. В общем, в целом, вы здесь выживете. Надеюсь, что не траванетесь. Атмосфера, мягко говоря, шумная, но место прикольное, стоит приехать, погрузиться в эту обстановку, а вообще сюда, в такую даль, приезжают совершенно за другим. Для того, чтобы увидеть соседний остров Корон, настоящий тропический рай с его знаменитыми бирюзовыми лагунами и скалистыми пейзажами. В городе множество туристических контор, буквально на каждом шагу. Конкуренция между ними огромная, и каждая из контор предлагает окунуться в филиппинский рай. На Корон можно отправиться в составе разнообразных туров. И первый тур, который мы выбрали, это Super Ultimate тур, который включает в себя максимальное количество интереснейших локаций. Первым делом нас привозят на пирс, где мы оплачиваем наш тур. Также здесь мы встречаемся с нашим гидом и обсуждаем, какое оборудование нам нужно взять с собой в аренду. Можно взять маски, ласты, каяки. В отличие от других туров, которые
были в Эль-Нидо, здесь каяк нужно брать сразу на пирсе и не будет возможности взять на месте. Обратите внимание, можно купить водонепроницаемый мешок, можно купить защиту для телефона или коралловые тапочки. Стандартный каяк в аренду обойдется в 1000 песо на день, а здесь также есть каяки с прозрачным дном. И такой каяк уже обойдется в 1500 песо на день. А вот и наша лодочка. Залезаем, и заметьте, каяки здесь уже привязаны, потому что мы себе сразу же забронировали один с непрозрачным дном. Это Рик, наш гид. Вот с нами весь день. А мне уже нравится. Мы когда были, получается, на острове Палаван, там все лодки были забиты, и в лодке было по 20-30 человек, а здесь, смотрите, такая маленькая уютная лодочка. Сколько у нас? 8 человек всего. Плюс команда. Плюс команда. А это наш капитан. Зовут Робин. Робин Гуд. Первая остановка называется Твин Лагун. Самое популярное место. И мы сразу же запрыгиваем в желтенький наш каяк забронированный. Нам выдают весла. Тенки. Все, погнали. Схема простая. Мы загрузились. Веслами работаем, водонепроницаемый пакетик, где находится дрон внутри. И вот так вот плывешь, бирюзовая водичка, наслаждаешься видами, просто кайфуешь. Вот это красота. Но, как видите, каяк арендовать не обязательно. Можно прямо с лодки выходить, когда делают ребята, и просто пешочком идешь и гуляешь по этой живописной лагуне. И вот она, визитная карточка острова Корон. Твин Лагун. Это две лагуны, похожие друг на друга, как близнецы. Обратите внимание на необычный цвет воды. От глубокого синего до ярко-бирюзового. Лагуны окружены величественными скалами и невероятной природной красотой. Настоящий рай на земле, который по праву считается одной из самых красивых природных достопримечательностей Филиппин. Место так называется именно потому, что здесь целых две лагуны. И сейчас мы из одной лагуны большой проплывем во вторую лагуну прямо через вот такой вот маленький проход. Раньше можно было подниматься вот так вот по лесенке, и каяк проходил внизу. Сейчас просто, о боже мой, нужно проходить прямо на каяке. А какой потолок в пещере, весь в ракушках. Еще и лестница висит. О боже! Вот таким вот нехитрым способом мы прямо на каяке уже во второй лагуне. Где, кстати говоря, тоже стоят лодки, плавают туристы. Никакого уединения. А тем временем, пока мы катались на каяке, ребята здесь на лодке уже начали готовить нам обед. Все локации расположены буквально 10-15 минут друг от друга. И мы идем дальше, и нас ждет погружение к затонувшему кораблю, снорклинг. Лодка уже в движении, а парень продолжает готовить нам обед. Респект ему. Никогда не угадаешь, какая лодка тебе достанется. Может быть уютная, как у нас, а может быть вот такая вот, где люди набиты в бочку, как селедки. Место называется Skeleton Shipwreck. И посмотрите на этого суперпрофессионала, он готов. Значит, вам понадобится маска, обязательно ласты, носочки не забудьте и камера для подводной съемки. Ждем парковку и отправляемся исследовать корабль.
Одной из главных фишек здешних мест является погружение к затонувшим кораблям времен Второй мировой войны. Эти японские корабли, покоящиеся на дне, создают уникальную атмосферу, которая привлекает дайверов со всего мира. Но перед тем, как погрузиться вглубь, как в прямом, так и в переносном смысле, мы начали с лайт-версии. Это снорклинг, доступный каждому. Тем более, что обломки корабля видны даже на поверхности воды. Местные гиды активно подкидывают рис для того, чтобы привлечь маленьких полосатых рыбок, которых здесь в изобилии. А по ощущениям, будто плаваешь в прозрачном чистейшем аквариуме. Это было невероятно, потрясающе. Корабль, затонувший, весь заржавевший. Мне особенно в конце понравилось. Я прям набрался воздуха и нырнул, и весь корабль прям в него погрузился. Офигенно. Еще рыбки были, получается, и рыбку Немо видели в Актинии. Идем дальше, следующее место. А это у нас, ребята, магазин на воде. Такая маленькая лодочка, там у нее кока-кола, разные напитки, чипсы и, конечно же, ром. Снорклинга много не бывает, поэтому следующая остановка на потрясающем Coral Reef Garden. Набор для снорклинга такой же. Маска, ласты, камера, но добавилась лайкра, чтобы человечек не сгорел. После погружения в воду я был в приятном шоке. Это один из лучших коралловых садов, которые я когда-либо видел в своей жизни. Вода кристально чистая, а перед глазами открывается фантастический подводный мир. Я не мог поверить своим глазам. Кораллы не сломанные, а это большая редкость в современном мире. Картинка словно из другого измерения, яркая и невероятно живая. А вокруг тысячи разноцветных рыбок. Реально, подводный мир здесь – это нечто, от чего просто захватывает дыхание и дух. Снорклинг был просто потрясающий. Невероятная красота. Наплавались. Причем 2 снорклинга подряд получается. Корабль, потом кораллы. И сейчас на обед. Как раз проголодались. А здесь выгрузка прямо на пирс. Удобно. Остров этот специально предназначен для обедов. Ну, точнее, не остров, а именно эта остановка. Как видите, много лодок. Тут можно отдохнуть от погружений, от кораблей, от кораллов. Ну, что самое забавное, вон там, вот видите, посмотрите, на заднем фоне это магазин, где можно купить себе чипсы, там какие-то еду, напитки, если вдруг вы на обеде не наелись. Приятно, что на острове Корон предусмотрены специальные пляжи для обедов. Сидишь такой, обедаешь тем, что приготовили прямо на лодке, пока ты изучал подводный мир, а вокруг бирюзовое море, величественные скалы и зеленые острова.
шикарный стол накрыли. Рыба украшена какой-то морской капустой. Каждому поставили тарелочку, вилочку, прошу прощения, железные, понимаете, не деревянные, не пластиковые. По сравнению с тем, что было на прошлом острове, в Эль-Нидо здесь, конечно, раздолье. И кальмары, и мидии, пожалуйста, неограниченное количество. И курочка, естественно, обязательно. Мы еще хотели купить себе кокос, но в магазине он закончился, и, как видим, партия кокосов прибыла на остров. Здесь нам гораздо больше нравится атмосфера, чем в Эль-Нидо. Здесь спокойнее туры, дается больше времени, меньше народу, меньше суеты. Знаете, вот как-то получается расслабиться, отдохнуть. Очень красивые места. Но это действительно визитная карточка Филиппин. Потрясающе красиво. Единственное, что здесь нет пляжей. Таких пляжей, как в Эль-Нидо, здесь все-таки нет. Там потрясающие пляжи, как вокруг Эль-Нидо, так и на турах. Seven Commandos Beach, да? Здесь такого нет. Дошли до следующей локации. Нас все так же окружают красивейшие филиппинские скалы, выросшие прямо из-под воды. И здесь мы должны, по идее, прыгать с масками, с ластами и смотреть, как скалы уходят прямо под воду. А теперь нас ждут два озера. Берем с собой маску, естественно, подводную камеру и жилет. Без жилета туда не пускают. Такая вот максимальная безопасность. Заходим сквозь скалы, наконец-то я хоть их потрогаю. Это те самые скалы, которые вы видите с воздуха постоянно, когда на дрон мы летаем. Вот они, такие вот как пики, острые, как ножи. Теперь нам нужно подняться наверх, а потом там спуститься уже к озеру. Маску в эти места мы берем не просто так, потому что Виталик сейчас вам покажет самые красивые места этого озера под водой. Кстати, очень много людей. Вообще жилет снимать не разрешают, но смотрите, как Виталик ловко втихаря снимает его и будет так потихонечку нырять. Фишка озер на этом маршруте – это удивительная прозрачность воды, которая на 70% пресная. Вода очень чистая, но в некоторых местах не видно дна, что создает иллюзию бесконечности. Зато отчетливо видны острые скалы, которые словно растут наоборот вниз. Их вершины уходят в глубину. Местами даже немного страшновато. Видимо, именно поэтому снимать жилет категорически запрещено. Здесь выделяют целых 40 минут, и каждый выбирает свой способ насладиться этим уникальным местом. Кто-то ныряет в воду, чтобы исследовать подводные скалы, но стоит помнить, что нырять без специального разрешения здесь нельзя, а кто-то остается на поверхности, просто созерцая красоту вокруг. А путь ко второму озеру начинается с настоящего испытания. Сначала нужно подняться по 163 ступенькам вверх. Каждый шаг при этом приближает нас к невероятному открыточному виду. С вершины открывается панорамный вид на лагуну, бирюзовую воду и скалы. После этого предстоит спуститься к озеру, преодолев еще 204 ступени. Финальная цель – это уникальный водоем. 70% воды в нем пресная и только 30% соленая. А под водой все те же скалы с острыми пиками и плавают маленькие рыбки. Шикарно наплавались в этом озере. Кокос 100 песо, а у тебя мороженое 150. И заметьте, здесь тоже есть лавочки для того, чтобы пошопиться немного. Знаешь, Магнум на каком-то острове, где не живут даже люди. Кокос шикарный.
Такой тур – уникальный шанс увидеть все главные красоты острова Карон за один день. Мы побывали в потрясающих местах – от бирюзовых лагун до озер с подводными скалами. Если у вас ограниченное время, возьмите себе на заметку. Идеальное приключение для тех, кто хочет увидеть все и сразу. А мы возвращаемся в город Карон и поднимаем дрон, чтобы показать вам масштабы этого места. С высоты город похож на небольшую рыбацкую деревню и выглядит немного удручающим. На самом деле здесь абсолютно нечего делать. Это место явно не для тех, кто ищет активные развлечения или яркую ночную жизнь. Но если вы хотите уйти от суеты и насладиться тишиной, то стоит подняться на гору, где находится Большой Крест. Это отличное место для встречи заката. Только солнце нужно поймать. Как видите, нам не особо повезло. Кстати, а вот и наш отель. Отличный вариант за свои деньги в такой глуши. Вы часто делаете комплименты моим бровям и спрашиваете, как мне удается поддерживать их в идеальном состоянии в путешествиях. Рассказываю. Очень важно ухаживать за бровями, увлажнять их и не пересушивать кожу. Для укладки я пользуюсь вот таким вот гелем от Pussy. Он с эффектом ламинирования, поэтому при любой погоде фиксирует непослушные волоски. Я хоть и не люблю нырять, но с этим гелем можно хоть снорклить, хоть купаться, и бровки держатся весь день. Мне еще нравится супер тонкая, удобная щеточка и приятная текстура. Она не оставляет белый налет и фиксирует волоски на весь день. Обратите внимание и покупайте только оригинальную продукцию. Артикул в золотом яблоке я оставила в описании. В городе Карон на острове Бусуанга очень много арендных контор, где можно байк взять. Вот такого вот оранжевого красавчика мы взяли за 700 песо, но ездить здесь некуда. Причем местные на тук-тукерах гоняют, предлагают загонять на пляж. Пляж называется Кабо. Типа здесь роскошный рай, ты купаешься, загораешь. Но по сути это вот, ребята, тут немножко что-то забетонировано, есть такие вот беседочки для отдыха, но, естественно, зачем? Вот сюда, на остров Бусуанга, рядом с островом находится остров Карон, приезжают именно за турами. За турами райские бухты, озера, которые вы уже видели. А вот это, ну, естественно, это полная фигня. Как бы, учитывая, что мы в мире видели, что мы видели в том же самом Эль-Нидо, это что? Мы приехали, посмотрели и сэкономили ваши бабки и время. И отправляемся с вами в очередной новый тур. И получается, если отъехать от центра города Карон, мы попадаем в вот такую вот местную деревню. Тут вы редко встретите туристов, в основном это местные жители, но движуха здесь классная, вот такая, знаете, Юго-Восточная Азия, все счастливы, все живут в таком, знаете, ветхом жилье, которое должно вот-вот развалиться или его тайфуном смоет, ну а людям много для счастья не нужно, вот они гуляют по улицам, у них тук-туки, вот красная тарелочка, наверняка есть интернет, телевидение. Все люди веселые, доброжелательные. Мы одни на байке едем и полностью уверены, что нам ничего не будет. Потому что Филиппины – это солнечная страна. Вот так вот. Честно говоря, не поворачивается язык назвать эту деревню городом. Но почему-то город и вишенка на торте. Вы представляете? Макдональдс имеется, современный. Мало того, можно прямо на байке вот туда подъехать, в это окошечко, и заказать себе бургер, колу, ну и все, что есть в Макдаке.
Ночью в деревне особо ничего не меняется. Все так же шумно, есть пара барчиков и неработающий клуб. В целом атмосфера здесь не для тех, кто ищет веселую ночную жизнь. Поэтому лучше выспаться и отдохнуть, чтобы на следующее утро быть готовым отправиться навстречу новым приключениям. Кроме туров на острове Бусуанга есть возможность отправиться в место, где плавают дюгони. В единственном числе получается дюгонь, во множественном получается дюгони, да? Вот такие вот существа плавают под водой, пылесосят морское дно, и прямо сейчас мы с вами отправляемся их искать. А начинается наше приключение с загрузки на лодку. Раннее утро. 2 часа мы ехали в микроавтобусе, и вот сейчас 6 часов утра. Нам очень повезло, потому что мы в лодке втроем. Эксклюзивный тур получается. Отдали мы по 5500 песо с человека. Капец, я не думаю, что чтобы увидеть дюгони, нужно будет час вот на этой лодке по таким гигантским волнам идти в сторону горизонта до какого-то острова. И нам сказали, что возможность увидеть дюгони 90%. Я надеюсь, что мы не попадем в число тех людей, которые будут в 10%. Мы на месте, волны преодолели. Маленькая лодочка – это Дюгонг Watchers. То есть, короче, они ищут дюгонгов. И получается, по 4 человека можно нырять, чтобы его не спугнуть, чтобы ему было комфортно. Эта лодка прибыла первая, то есть они сейчас будут по очереди погружаться, потом после них мы. По 4 человека. Надеюсь, увидим его. К нам подсел в лодку местный гид, выдал нам вот такие вот правила. Он прям полицейский местный, можно сказать. Будет с нами плавать, сопровождать. Как я уже сказала, по 4 человека одновременно могут быть в воде. Нельзя приближаться на 3 метра. Можно только, ну здесь на 5, сейчас видимость не очень хорошая, но можно на 3 метра. Соответственно, нельзя его трогать, кричать, как-то громко себя вести. Здесь также нельзя летать на дроне и фотографировать дюгонга со вспышкой. Берем маску, ласты, обязательно камеру и идем на поиски дюгоней. В Википедии написано, что дюгонь или обыкновенный дюгонь – это вид водных млекопитающих, единственный вроде дюгоней и семейства дюгоневых. Не очень понятно, да? На самом деле это действительно необычное существо, что-то общее между тюленем, дельфином и морской коровой. Название дюгонь происходит от малайского слова, означающего «морская дева». Дева получилась немного страшная. Голова маленькая, округлая, на короткой шее. Ушных раковин нет. Глаза маленькие, глубоко посаженные. Ноздри сдвинуты наверх. Морда выглядит обрубленной, заканчивается мясистыми губами, свисающими вниз. Дюгони – настоящие подводные пылесосы. Эти морские млекопитающие питаются морской травой, тщательно выискивая ее на дне. Они срывают растения своими губами, оставляя за собой чистые песчаные дорожки. Такой способ питания не только помогает дюгоням, но и способствует обновлению морских экосистем. Вода невероятно мутная, но нам очень повезло, ребята. Вы сами все видели. Просто ныряю, и дюгонь просто во весь экран такой плавает, пылесосит морское дно в поиске пищи. Это что-то с чем-то. Пофиг, что вода мутная, даже кораллы поснимал. Нам сказали, что вот в это место сюда нужно
приплывать в марте. В марте будет тихо, спокойная вода и будет максимальная прозрачность. Но, к сожалению, мы не в марте. На обратном пути нас хотели прокатить по мангровым зарослям, но наша лодка села на мель. Ребята, мы застряли, и 8 мужчин по мангровым джунглям тащат меня на лодке. Они просто хотели какой-то сокращенный путь сделать, но, видимо, отлив, что ли, начался. Помимо острова Корон, на котором мы с вами уже были и катались на каяке, заплывали в разные пещеры, наслаждались райскими бухтами, здесь, недалеко от острова Бусуанга, имеются 3 роскошных пляжа. Взяли себе экскурсию, нас забрали на трицикле прямо из отеля, и мы едем в порт. Организация стандартная, всех людей привозят на пирс. Вот этот пирс, здесь огромное количество людей, все распределяются по своим группам, потому что экскурсии разные. У кого-то острова, у кого-то бухты. Эти вот ребята ходят, продают водонепроницаемые чехлы для телефонов, тапки резиновые, чтобы по кораллам ноги свои не распороть. Ну и, собственно, все стоят, ждут лодочку. Загружаемся на лодочку вот так вот. Здесь хотя бы как в Эльнидо, не нужно нырять, забираться на эту лодку. Называется лодочка Лестер. Очень много места, такие вот скамейки, все в тени, спасательные жилеты приготовлены. Сейчас займемся какую-нибудь классную локацию. Вообще шикарно. Люблю просторные лодки. Идти на лодке до первого острова примерно 1 час 20 минут. В это время в задней части лодки уже готовится обед. Так, аккуратно спускаемся, что так помогают. Здесь держимся вот таким образом. И немножечко в воду вот так. Оп, все шикарно вообще. Идеально. Добро пожаловать на первый айленд. Нас высадили на другой стороне острова, где место для швартовки лодок. А вот здесь сейчас на другой стороне должен быть вот такой вот пляж шикарный, роскошный. О, да, это точно что-то такое вот приближенное к Мальдивским островам. На заднем фоне роскошные пальмы и вот такой вот белоснежный пляж. Прямо шикарным видом на лазурную водичку. И людей снимало, да, вообще. Только наша лодка, ну еще здесь человек может быть 10, и все, и можно купаться, загорать. Именно ради таких пляжей люди и едут на Филиппины. Удаленность острова Малкапуя от других населенных пунктов только добавляет ему особого шарма. Здесь редко встретишь толпы туристов, что позволяет наслаждаться тишиной и покоем. Спокойная вода, белоснежный песок и окружение живописными природными пейзажами делают этот остров настоящим раем для тех, кто ищет уединенный отдых. С высоты остров напоминает цифру 7. Надеемся, что посещение этого места принесет нам удачу в будущем. Остров окаймляет узкая полоска белого песка, а в центре растет зеленая растительность. Окружающая остров вода создает эффект бирюзового кольца, что выглядит по-настоящему волшебно, особенно с воздуха. Водичка наишикарнейшая, такая теплая, такая лазурная, такая прозрачная. Рай не иначе. На первом острове дается целый час, так же, как и на других островах. Здесь можно покупаться, поснорклить, позагорать, сделать фотки. Все. И, в принципе, вся экскурсия такая, знаете, самая чил экскурсия. Без, ну, как бы снорклить можно с маской, но не обязательно. Да. Экскурсия для тех, кто хочет просто на островах почилить, покупаться. Просто посмотреть красивые пляжи, которых очень не хватает на Бусуанге.
Сам снорклинг здесь посредственный, потому что все кораллы укутаны водорослями и не так много рыбок. Но зато на дне эффектно смотрится белоснежный песочек. Я здесь себя почувствовал настоящим дюгонем. Правда, пылесосил дно не губами, а руками. Следующий остров у нас уже подошел. Мы буквально 15 минут в движении были. Все, пожалуйста, здесь опять целый час. И я так понимаю, что на этот остров можно приехать пожить. Тут такие разные бунгало, прямо на берегу, с видом на морюшко. Здесь же коралловый риф, поплавать с маской, поснорклить. И вон там еще, получается, бунгало, видите, такие треугольные. Да что уж тут говорить, ребята, магазин даже есть на острове. С холодной колой, Холодная кола. Мы ждем, пока там обед они накроют. Кстати, вот по цене кола 80 песо стоит практически везде. Да начнется обед. Вы посмотрите, какую поляну нам накрыли. Вот так вот все в ряд сделали. Чего здесь только нет. И самообслуживание получается. Вот так вот налетаешь, сам накладываешь все, что хочешь. Как вы оцениваете данный обед по 5-бальной шкале? Ну, если честно, на троечку. Это если честно. А так, в принципе, все, хватает, ты поел. Ты, наверное, с Таем сравниваешь, да? Типа там на пипи каком-нибудь. Я стараюсь вообще ни с чем не сравнивать, но как бы вот, понимаете? Вот ты ешь вот такой рис, вот такой. Как каша такая слипшаяся, да? Чуть-чуть буквально курочки, по 2 кусочка на каждого, потому что просто не хватает. Очень большая группа, когда 30 человек, еды не хватает. Так, ну, а ты насколько это оцениваешь? Понятно. На Филиппинах вообще проблема с овощами, поэтому здесь приходится выживать. И я вот узор со стола своровала, его съем сейчас. Огурчик, эти кары сделал. Мы стараемся вам передать всю красоту Филиппин. Вы, наверное, такие смотрите, думаете, вау, какая райская страна. Но на самом деле на Филиппинах есть куча минусов, и я о них пишу в своем телеграм-канале. Поэтому заходите, оставлю ссылочки прямо на посты. А еще я написала список полезных заведений, где вы не отравитесь, вкусненьких, и в Эль-Нидо, и в Короне. Обязательно тоже заходите, пользуйтесь, все бесплатно. Но вообще-то у нас 2 телеграм-канала, ребята. Лизин-то с ней там все понятно, там один негатив. Также есть основной канал своим ходом, но я его веду, там все позитивно, на чили, на расслабоне. Нет никаких минусов, жизнь вообще прекрасна. На какой телеграм-канал подписываться, выбирайте сами. Но лучше на 2 подписывайтесь. Выгружаемся на финальном 3-м острове. И этот остров с песчаной косой, и говорят, что он самый красивый в этом регионе. Именно остров с песчаной косой. И мы прямо рядом с этой песчаной косой как бы и пришвартовались. Мы сейчас прямо на эту песчаную косу вместе с вами и выходим. Вот так, смотрите, идем. Вот так вот сзади у нас остается лодка. Выкинули с лодки. Но все равно близко к берегу они останавливаются, и все. Вот как бы конец песчаной косы. Здесь можно полежать, покупаться, позагорать. Ну, собственно, и все. Здесь у нас целый час. Если на Мальдивах такие песчаные отмели встречаются в каждом атолле, то на Филиппинах это настоящее природное чудо. Песок здесь не совсем белоснежный, а скорее желтоватый, с белыми коралловыми вкраплениями, что придает ему особенный оттенок. Основной эффект виден только с воздуха, за что спасибо нашему летающему другу. Песчаная коса, будто красная дорожка, вообще она белая, но вы поняли, расстелилась на поверхности воды, чтобы пригласить своих посетителей в джунгли незаселенного острова. На всех 3 островах есть возможность выбрать, как провести время. Можно просто высадиться на пляж, полежать и насладиться отдыхом. Или добавить немного активности и заглянуть под воду. Сверху на пляжик посмотрели, давайте теперь под водой посмотрим. Отправляем Виталика с маской
и с трубкой для снорклинга. Вблизи песчаной косы много кораллов, хотя рыбок не так много. Но все равно подводный мир выглядит очень красиво. И вот мы на месте, ребята. Вы там уже видели закат. Короче, какой вывод мы сделали? Мы в пути, грубо говоря, 10 часов на каждом острове по часу. То есть всего на островах 3 часа, а 7 часов ты просто добираешься на этой лодке. В общем, если вы ни разу не видели островов, вы типа можете съездить. Ну, вот прям после того же Таиланда, там, после других островов, где мы были, да, за все это время путешествий наших. Получилось, что экскурсия длилась почти 10 часов. Короче, это самая такая жесткая экскурсия. Это очень далеко. Ну и в целом, ну, наверное, все-таки не стоит того. Но она дешевая. Ну, вообще это не экскурсия, это поездка. Ну, окей, поездка длилась 10 часов. 10 часов на лодке, деревянной. Просто, возможно, мы как бы показали острова, но саму дорогу же я не могу вечно снимать, да? Но вот мы делимся с вами в конце этой поездки, что дорога, ну, лютая какая-то. 7 часов ты в лодке вот так вот сидишь, просто колбасишься. На десерт мы оставили то, о чем говорили в начале выпуска. То, ради чего сюда все и приезжают. Это дайвинг к затонувшим японским кораблям времен Второй мировой войны. А начинается дайвинг с того, что вот такой вот автомобиль приехал прямо к отелю. Называется он джипни. Смотрите, он красивый, в растаманских этих цветах. И едем в дайверский центр. Ай. Если честно, когда мы впервые увидели эти разноцветные джипни, то и подумать не могли, что это дайверский центр с хорошим рейтингом. Мы на месте, как видите, кроме джипни, есть еще и тук-тук брендированный в растоцветах. За день до дайвинга мы были в центре дайверском, и там нам подбирали оборудование. И, собственно, вот оно. Здесь уже приходишь на места, в ящичках все подготовлено, все, что мы вчера померили, загружается на лодку. И там, видите, вот баллоны с кислородом. Я так понимаю, что до основной лодки большой, где баллоны, нам нужно добраться вот на этой маленькой лодочке. Загружаемся. Процесс организации. Вот нас доставили до лодок. И здесь, получается, 3 лодки основные пришвартованы. И всех людей распределяют по этим лодкам, чтобы все было комфортно. Лодка дайверская, специально на все это дело рассчитанная. Здесь вот приготовлены уже баллоны с кислородом. Там ребята будут готовить. Находится кухня. И здесь прям раздолье. Нас не так много человек. Как я говорил, все эти распределились. Все, с кайфом сидишь здесь, отдыхаешь и ждешь своего погружения. А обратите внимание вот на этого человека. Он не будет дайвить, но есть возможность поехать просто как сопровождающий. Ну и на местах поснорклить просто. Как бы команда поддержки. И вот у вас на экране выскочила цена такой поддержки. Чтобы вы понимали уровень подготовки. Видите, даже ящик любезно подписали. Здесь все приготовлено, что вчера мы мерили. Как вы поняли, у нас тут пополнение. Еще одну лодку привезли, и в итоге людей стало вот столько. Все оборудование дайверское собирается самостоятельно, потому что есть сертификат. И все, я уже здесь закрепил. Осталось самое главное, через что у нас будет поступать кислород. Опа! Очень важно все проверять. Сейчас запустили кислород. Мой регулятор сломан, сейчас будут заменять. Дайвинг – это уникальная возможность погрузиться в подводный мир и увидеть его красоту изнутри. Для такого погружения нужен сертификат. У меня Open Water, что позволяет погружаться на 18 метров. Мы получали такой сертификат несколько лет назад на Бали. Ребята вообще совсем помогают, вот даже ласты надевают.
полностью, потому что самому сложно одеть ласты, ты держишь баллон, он весит примерно 11-12 килограмм. Если вдруг у вас появилась мысль о дайвинге, но вы думаете, что это сложно, то на Филиппинах у вас есть отличная возможность убедиться в обратном. Здесь вы можете пройти курс Open Water всего за 3 дня. Это невероятно просто и доступно даже для новичков. Инструкторы помогут освоить базовые навыки, а практики в кристально чистых водах с красивыми рифами сделают обучение увлекательным и незабываемым. Все. Виталик отправляется. Первая точка – коралловый риф. После курса вы сможете самостоятельно погружаться и открывать для себя подводные чудеса по всему миру. Кстати, нас всего 3 вместе с инструктором. Это очень удобно. Он фонариком показывает самые красивые места под водой. Нашли вот такую цветную рыбку, беспокойную Немо, которая начала суетиться в своей актинии, каких-то оранжевых волосатиков и много разнообразных кораллов. Первый дайвинг закончился, у сэра закончился кислород, а у ребят еще 110 бар, половина. Ну ты, Василий, дышать. Медленно, медленно нужно дышать, понимаешь? Вот такая еще дайверская лодочка подъехала, пиратская. Испанцы ищут клад, наверное. И вот так вот сам вылазишь с баллоном. Ого, такая черепашка пришла. И сразу же, не отходя от кассы, подготовка ко второму дайву. Дали новый баллон, заправленный на 200 бар атмосфер. И заново нужно собрать себе полностью обмундирование. Честный отзыв. Там прям такой коралл, вниз стена уходящая, но вода мутноватая была, рыбок мало, какие-то кораллы безжизненные. Но, с другой стороны, я уже полгода не дайвил, как раз таки набрался сноровочки, опыта. И сейчас мы готовы погружаться уже к затонувшему кораблю, который прямо у вас на экране, вот на брошюрке. К нему погружаемся. Мы еще не успели к кораблю погрузиться, нас уже подкармливают. Смотрите, арбузик, до этого банан давали. Вот так вот всем разносят, ухаживают за ребятами. Посмотрите на нее. Не дайвила, а ест как все. Ни стыда, ни совести у человека. Во время перехода на лодке к следующей локации для погружения нас знакомят с кораблем и объясняют, каким образом мы будем двигаться вокруг него. После подробного инструктажа мы надеваем оборудование по тому же принципу, что и в первый раз, проверяем его исправность и погружаемся. Затонувшие корабли около острова Корон – это наследие Второй мировой войны, оставленное после одной из самых успешных воздушных атак ВМС США в Тихом океане. 24 сентября 1944 года американская авиация нанесла мощный удар по японскому флоту, который укрывался в бухтах островов Каламианского архипелага, включая Корон. Эти суда входили в состав японского вспомогательного флота и использовались для снабжения войск и транспортировки военной техники. Благодаря разведывательной информации американские бомбардировщики обнаружили корабли, которые пытались спрятаться среди островов, и нанесли массированный удар. В результате атаки было потоплено около 12 кораблей, большинство из которых сейчас лежат на глубине от 10 до 40 метров. Большая часть из них отлично сохранилась, превратившись в искусственные рифы. Корабли покрыты кораллами и заселены множеством морских существ, от мелких рыбок до крупных барракуд и черепах.
После удара американской авиации судно, которое мы сейчас исследуем, было повреждено и быстро ушло под воду. И сейчас корабль лежит на боку, многие части сильно повреждены и силуэт с трудом прослеживается. Корпус со временем покрыли кораллы и морские отложения. Обломки стали домом для множества морских существ. Вишенкой на торте этого погружения стала ядовитая крылатка, элегантно парящая среди обломков. Такие прикольные пузырьки от дайверов идут по всей поверхности. Можно наблюдать, где кто дайвит, но очень глубоко. Вода, кстати, чистая, прозрачная. Вон, рыбок можно даже прямо с лодки смотреть. А пиратская лодка прям за нами все время. Тоже целая команда дайверов. А это наша лодочка. Такая обстановка сейчас на борту. Тишина. Что-то все чилят, отдыхают. Я, кстати, здесь совершенно одна, кто не пошел дайвить. А вот и супердайверы вернулись. Они, кстати, плавают вдвоем с инструктором. Вообще прикольно. Вернулся человек со второго дайва. Сейчас его ждет плотненький обед, а потом третий дайвинг. Устал, да? Это было шикарно, ребята. Мы вокруг корабля раза 3 по кругу проплыли, все посмотрели. Причем там корабля даже не видно, там все в этих кораллах, везде рыбки плавают. И у нас сейчас время обеда, смотрите. Получается целый чан белого риса, макароны, вот такая вот рыбка. Знаете, на что похоже? Как будто пиранья какая-то. Как будто раньше вот была пиранья. Здесь получается жаркое. Это курица или говядина с картошкой и салатик. Еще есть фанта и кока-кола. Система дайверского самообслуживания. Все накладывают себе еду самостоятельно, сколько хотят. Обед был шикарный, и сейчас нас ждет вот такой вот затонувший корабль. Кстати говоря, дата затонувшего корабля такая же, как и у прошлого. В один день их разбомбили. Надеваем снаряжение, финальный дайвинг и погружаемся к затонувшему кораблю. Почему я говорю во множественном числе? Потому что мы все вместе с вами через глаза Виталика погружаемся. Третье погружение стало настоящим фиаско этого выпуска. Я не рассчитал заряд камеры, которая уже работала на последних силах. Пока мы плыли через риф, удалось заснять вот такую каракатицу, которая, заметив нас, начала стремительно плыть назад и скрылась в тени грибной коралловой рощи. Потом нашли морскую звезду, целое семейство рыбок Немо в красивой актинии и кораллы с голубыми шипами. Подводный мир оказался невероятно интересным и разнообразным, но заряд камеры иссяк как раз в самый важный момент. На съемку корабля, к сожалению, ничего не осталось, а это была самая впечатляющая остановка. Судно уходит в глубину прямо с поверхности, и его корпус полностью покрыт кораллами, словно оно слилось с морской экосистемой. Но мне повезло, мой напарник поделился со мной видео, на котором запечатлены моменты, когда мы заплыли внутрь корабля, проплывая через трюмы, где все еще можно разглядеть металлический корпус корабля. Видимость внизу была не самой лучшей, но этот подводный лабиринт из железа и кораллов выглядел завораживающе. И в этих местах было особенно интересно наблюдать, как морская жизнь обживает затонувшие конструкции. Вот как назло, ребят, не рассчитал. Этот корабль был очень крутой, прозрачность воды была шикарная. Но представляете, села камера под водой.
как так вышло? Я снимал 4К, 60 кадров в секунду, не рассчитал. Давно не погружался, наверное, полгода прошло. И мы уже заплываем в трюм прямо внутри корабля. И у меня, пожалуйста, зарядите камеру. Я такой, ах ты зараза. Но с другой стороны, что-то должно оставаться для себя, а не для всех на камеру. Путешествие к затонувшим кораблям – это настоящее путешествие во времени. Но знайте, что и сопровождающему дайвера человечку не было скучно весь день. Хорошо, когда есть сервис. Из лодочки выходишь, а здесь уже джипни стоит, загружаешься и едешь домой. Но, к сожалению, трансфер после завершения дайвинга до отеля уже не идет. Только до дайверского центра перед погружением, а обратно нас привезли в дайверский центр, и мы уже там ловим трицикл, вот, пожалуйста, и за 60 песо доезжаем до нашего отеля. Трициклы мне тоже здесь нравятся, такие прикольные, необычные. На всех островах они отличаются друг от друга. Спереди вот это свободное место для человека, и сзади, думаю, человека 2-3 поместится. Итак, мы прямо на этом трицикле влетаем в конец выпуска. Корон – это одно из самых красивых и уникальных мест на Филиппинах. Здесь, среди величественных скал и ярких коралловых рифов, прячутся уединенные лагуны, которые можно исследовать на лодке. Подводные чудеса Корона, затонувшие корабли, красивые коралловые сады и экзотическая морская жизнь делают его идеальным местом для дайвинга, а также для тех, кто хочет насладиться природой в ее первозданной красоте. Приезжайте сюда, наслаждайтесь Филиппинами, но не задерживайтесь, потому что впереди еще ждут и другие острова. Надеемся, вам понравился выпуск. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и ждем ваших комментариев.